Добро пожаловать в Дзен. Здесь собрано все, что тебе интересно в любом удобном формате. Обзоры от фудблогеров, новое о любимых играх и вдохновение для путешествий. Открой вселенную контента. Найди свой Дзен. Да пошла она нахуй, я вообще не буду обсуждать. Всем привет, это канал Моди Стиль Гоша Карцева, я Гоша Карцев, и это «Угадай звезду по одежде». Думаете, просто звезду мы сегодня угадаем? Нет, мы будем отгадывать звезду в Африке. Ты можешь собраться, Юля? Всем привет! Это Юля Тупольницкая. Я Юля Тупольницкая. Понравилась подводка? Да, и я просто даже знаю про кого. Да. Победительница сезона «Звезды в Африке» 5-го сезона. Да. Она не говорит мне, она выиграла или нет. Ты выиграла? Я не могу. Юль, ну ты выиграла или Но нет? я не могу, мне не жарко, что-то мне машешь. Машешь, Ой, короче, скулы болят. мы будем смотреть на «Звезд в Африке». Я на них и так смотрела. Что я там не видела-то? А что происходит? Что за истерика? Можно собраться? Фу. Зачем вы на них хочу смотреть? Фу. Ну вдруг ты соскучилась. Не соскучилась, прикинь, ни разу. Ну по кому? Да нет, ну по некоторым. Да ну господи! У меня бронхит, извините. Бронхит не передается, да? Только через постель. То есть у тебя он будет. О, Игорь, привет! Пожалуйста, подпишитесь на это бредовое шоу, на этот YouTube-канал. Я молю вас, репостните. Ссылки все на Юлю Я будут в молю вас. описании. Я в описании Я буду. молю вас, молю вас. Мы сегодня отгадываем не просто звезд, а звезд в Африке. Поняла? Все сезоны мы сегодня обсудим. А я не Всех. смотрела. Мы должны отгадать звезду Да. по образу и оценить образ от 0 до 10, где 0 — это Ольга Бузова, а 10 — это Саша СТ. Это кто? Саша СТ А, победитель. Саша Сте, все. Он Саша вообще? Саша Сте, все правильно. Я не услышала. Дело в том, что я неожиданно подсел на это реалити с Еще прошлого до того. сезона. Да. А потом еще и моя подруга Юля Тупольницкая там появилась. Это я подруга его. Мало ли вы не знали. Юля вообще профессиональная актриса, очень талантливая. Скажи, пожалуйста, вот для долбоебов, типа для меня, а где ты была между «На Лабутенах» и «Звезд в Африке»? Ты вот в этот промежуток что делала? Смотри, я снималась в кино. Вы можете посмотреть такие сериалы, как «257 причин, чтобы жить», фильм «Поехавший», Футболист. футболистки, да, не футбол. Потом в Бореньке чего-то нет. Ну, в общем, Кинопоиск можно просто открыть и посмотреть. Ну что, погнали? Да, кто это? Я не знаю вообще, кто это. А понятия я не откуда имею. знаю? Ну, Смотри, он на мужчина. премьере «Звезд в Африке», кстати. У него грустный смайлик, он не выиграл. Ярушин участвовал в шоу? Да, вот я как раз смотрела, единственный сезон, который я смотрела, это была «Битва сезонов». Хорошо, что вас не из коробки вы вылезали. Из какой Потому что коробки? «Битва сезонов» начиналась, когда они все вылезали из коробок. Ну Помнишь, ты из таких? досмотри. Хорошо. Так ты же победила, я досмотрел. Ну что, а мы типа луки оцениваем? Да, мы оцениваем образ. Ну ты знаешь, ты, конечно, позвал человека, который, в принципе, так же херово одевается, как и все Ладно, ты остальные. можешь, ты можешь. Ладно, хорошо. Я ставлю 6, а ты? Я, ставлю 6, пускай тоже будет. И вообще, у меня нет своего мнения. Если бы Игорь так оделся, ты бы сколько баллов поставила? 4. Ну так и ставь столько. Мне не нравятся джинсы. Чуть-чуть, да, как будто? В обтяг сильно. Да, слишком. Я думаю, давай голосуем. Я думаю, что это Дава. А он Да участвовал? я не знаю, кто это. Просто так Ну, мне шучу. кажется, это мужчина прям в возрасте. Стас Михайлов. Это Вячеслав Малафеев. Малафеев. Это петербуржец твой Да, соратник. но на самом деле он очень крутой. Я целом- смотрела с ним вот как раз-таки в выпуске Ну. во втором сезоне, и Ну. он там вообще мощный. Я бы хотел поменять прическу, возможно, и, да, чуть-чуть поактуальнее можно сделать, но Малафеев чё, крутой. Женщина в туалете. Ну, во-первых, да, значит, что она как минимум... Значит, она ходит на какие-то мероприятия. Или просто Или в моет целом, руки. да. Мне нравится сумочка ее. Да нет, нормально. Ну, я Давай я- поставлю... Ну, я 7 поставлю. Я ладно. 8 поставлю. Я 7 ставлю. Это Юля Гаврилина, я думаю. А я не знаю, кто это. Это Юлька Шпулька. Кто Самый это? популярный ролик на моем YouTube-канале. Давай, открывай. А ты думаешь, кто? Вот эта вот девушка, которая... Мария Погребняк. А, нет. А почему? Это не Это Мария. Мария Погребняк. Но нет, это Юлька Шпулька. Я ставлю 7 тому образу, хотя я люблю, как Юля одевается, но не в этот раз. Какой он жесткий. Не, я не жесткий, я Юлю обожаю вообще. Я считаю, что она топ-3 самых стильных девушек России. Не шучу. И кто еще два? Рената Литвинова и Анастасия Евлеева. Достойно. Ой, Ой, что ты на сексуальном. С такой татухой. Это ведьма из твоего сезона? нет.
Подожди, а это вообще смешно, кто? что она в этой серии. В этой серии-то она такая: Лена, я сейчас... А, кстати, она же пошла и сделала медитацию, практику Лена- с огнем, чтобы Лена прошла. И Лена прошла. Значит, получается, биг экстрасенсов, правда? Что ты сказал? Здесь экстрасенсов, правда? Вот видишь? Понимаете? 8. Мне 9. нравится, я ставлю 9. Я тоже ставлю 9, но я не знаю, кто это. Мне кажется, что это тоже какой-то блогер, какая-то девочка-блогер. Я просто проблема в том, что я не знаю никого из блогеров, кроме Иды Галич и Насти Ивлеевой. Вот сейчас я знаю еще... Ну, ты не блогер, А ты же кто я? стилист. Ну, я же стилизую в данный момент. Ну ты блогер-стилист. Сижу, стилизую. Там участвовала девочка... Это шоу Юлия Топольницкая вспоминает звезд в Африке. Нет, я просто не смотрела их. Девочка с черными волосами, блогер, которая висела там где-то в Дубаях на каком-то этаже с мальчиком, он ее за руку держал. Нет, ну ладно. А я кого сказал? А почему ты сразу... Ты никого не сказал. Кто это? Девушка вот эта вот. Которая висит, да? Да. Руфер. А я Руфер. думаю, что это экстрасенс. А это Азия Долматова. А. Слушайте, ну, я, конечно, Блин, какие классные фотки подобрали. Ну, тут сапогам... Это Айза вообще? Ну, блин, прикиньте, за меня будет самый стильный выпуск Айза. Ну, ладно. И что это? Ну, Я не здесь- знаю. А здесь как бы как Я не карта знаю, ляжет. Не знаю. Но, во-первых, Айза Долматова Ну? участвовала в шоу Ну, «Наследники самозванца». Я обожаю это шоу. Ну, очень советую. Это как мафия, только Я знаю. звезды в Африке. Дорогой. Это женщина вот эта, а как тебя звать-то? Она была в «Битве сезонов», такая чекуля. вот про нее я и говорила. Нет, она не висела. Она в «Холостяке» была. Что ты «Холостяк» не смотришь? Ну, тебя ж там не было. А я буду. Я сейчас скажу, как ее зовут. Вика... Вика Одинцова. Да, вот я это про нее она, и я говорила. тоже. Это она и Но висела. Вика, кстати, мне нравится. Как Мне одевается, нравится, но я я поставлю ставлю 8, 9. потому что мне не нравятся вот эти ботиночки ее. Слушай, это может Это быть какая-то- Водонаева, например. Но хотя же Петотова Водонаева помощнее. В хорошем смысле. Извините за объективизацию, сори. Мне не Что-то нравится в это дизеле. платье. Ну, его можно было по-другому стилизовать. Мне не нравится стилизация. Сапоги эти. Ну да, я поставлю 7. 3. Ну, ставь-то, какая разница? Я думаю, что это Клава Кока. Пускай Водонаева будет. Ну, хорошо. Это Анна Анна Хилькевич. Хилькевич. Она во всех шоу Офигеть. поучаствовала? Анна Хилькевич, а что по работе? Может, какой-то съемки, какие-то фильмах можно? Это вот, малышка моя. Я ставлю... Кто это? Это Водонаева, ёпта. 8, ладно, 8. Мне не нравится Мне- длина платья. 8. Ну, я знаю, во-первых, стиль ее. Ну, по черепу, не сумка, череп в руках. Я даже Вот не это все заметила. время. Короче, вчера смотрел второй сезон, первую серию. Водонаева приехала на лодке с Рудовой. И прикинь, их доставляли на каяках. Они все приплывали к бассейну, к вашему, где вы все там сплетничали по утрам. Ну, который у реки. Они прям по реке спускались и так попадали на... Их так заявляли. Жесть. Водонаева пришла, она проходит мимо кухни вот этой. Во-первых, у них был маис и бобы сразу. Ну, охеревшие, да? Да, прикиньте. Не кажется ли тебе, что это Да. уже нечестно? Уже неправильно, во-первых, типа, что у них была еда с порогу. А во-вторых, они проходят такие по кухне, и вот она такая сразу: о, блин, не мое место, я точно не появлюсь никогда. И Цой ей что-то говорит, ну типа, ну что ты как, не боишься? Она такая: малыш, я вообще в этой жизни ничего не боюсь. Всех размотала. Знаешь, какой любимый вопрос? Я это шоу называю «Звезды на я в Африке». Ну, то есть, вот типа, вот реально, зачем все это происходит в Африке? Подержите вазу вот так. А на в Африку ради этого ехать можно объяснить? Съешьте жука. А что, жуков нету в Москве? Какие проблемы? Второе. Вы спите все в этой штуке. Да, в этой Ну, штуке храпит же комната. кто-то. Комната называется. Я могу сказать, кто храпел, но этот участник еще не пришел. И тогда это будет спойлер для тебя. Ага. А кто ты проделал? Короче, такая тема. Да. Мне рассказывали участники бывших сезонов, когда я спрашивала, Да. что типа, боже, блин, реально это все Я обсуждать? не знаю. Давай, ну интересно. Что адский перделюкс устраивается после этих бобов. Но я не слышу. На нашем сезоне не было по ночам этой вечеринки. Но ребята рассказывали из прошлых сезонов, что там мощнейшее был просто драм н бейс. Это канал «Амодий» стиля Гоши Карцева. Я Гоша Карцев по-прежнему. Блин, как часто вы встречаетесь с друзьями? У меня сейчас так много проектов, вот сижу на одном из них, что с некоторыми мы можем не видеться месяцами. Пересечься спонтанно с кем-то в огромном городе мне казалось чем-то нереальным, пока я не наткнулся на новую крутую функцию в 2GIS.
Друзья на карте. Прямо в приложении 2GIS можно увидеть, где сейчас находятся твои друзья. Теперь, когда я собираюсь пообедать в кафе или прогуляться после съемок, всегда смотрю, есть ли кто рядом. И наоборот, когда не хочу ни с кем пересечься, проверяю, где скопление людей и обхожу эти места стороной. Вы можете сами выбирать, кому видна ваша геопозиция. Синхронизируйте профиль в 2GIS с аккаунтом ВК или телефонной книгой и отправляйте приглашения тем, с кем хотите быть ближе. Эта функция реально дает возможность чаще общаться с друзьями. Кидайте ссылку с приглашения в мессенджерах своим близким, чтобы они тоже стали частью нового комьюнити. Оставляю ее для вас в описании. Ну, это Бузова, наверное. Или Погребняк. Все Это на фестивале. Может быть, это Эвелина Блёданс. Один из фаворитов моих участников. Она такую там несла чушь. Там цитаты прям. Я видела. Я когда- как будто бы... Я себя чувствую, как будто бы в моей спине ножи. Я там... Я видела, когда она расстроилась, когда ей не хватило бутерброда или что-то Да, там такое все было. Я думаю, 4, но я думаю, 4, это Блёданс, Блёданс, я да? тоже так думаю. Ага, это Мария Нет. Погребняк. Ну, всего хорошего. Но Мария Погребняк играла охеренно. А вы делали какие-то прививки? Нет, Всё? там ничего не надо. А какая это страна? Боже ты. Чё? Африка — это континент. В ЮАРе мы были. А, в ЮАРе это все снимается. Но мы были летом, и там у них Зима. зима. Да, и я поэтому видел их в все- пуховиках. Звезды в Африке в пуховиках. Да, и там все же... И они еще такие говорят, ну возьмите с собой что-то тепленькое. Я такая, ну блин, тепленькое Мужа. в Африку. Я такая, ну нет. В Африке здорово, но в концепт-сторе универмаг на Яндекс.Маркете эксперты уже подобрали классные локальные и международные бренды для того, чтобы вы собрали свой образ за считанные минуты. О, это Наташа Бардо, точно. Да, Да, я уверена. мне футболка не нравится, что она мятая. Но я 5 даю. И 7. Я тоже думаю, что это Бордо. Ну, потому что я Да, сказала. Бордо. Ой, кстати, я вот тут вот видел эту фотку на кинофестивале, но я потом не совместил. Но вот на красном ковре мне нравится, как она выглядит. Это Влад Топалов, может, это? Да, мне тоже У него есть показалось. татуировка на Что-то руке? что-то из группы Smash. Короче, Нет, это мне- один. Я один поставлю. Я один никогда, кстати, не ставил. Мне Я два. ставлю один, и я думаю, что это Тимати. Это Влад Топалов. Ну, выскажись. Ну, видишь, это... Ну, нет, но мне тоже не нравится этот лучок. А человек? Короче, Почему он себя так вел? Как? как? Ну, вот так вот. Ты не заметил, что многие так Ну, себя он и вели? Оскар Кучера. Два. Кто не ел жуков, там, Два всех человека, этих. которые приехали в «Звезды в Африке», чтобы сказать, у меня есть своя личная граница, иди нахуй, ты в шоу снимаешься. Гоша, Жри! тебе нужно быть в этом шоу! Жри, Мои жуков. продюсеры, заберите Карцева в шоу «Звезды в Африке». Это реально, это просто будет, ну, капец. Контент я создам. Ну вот. Но мне просто хочется прийти победить, мне не хочется просто участвовать. Так ты будешь побеждать. Просто у меня есть такое ощущение, что вот Влад Топалов, он не пришел победить. На самом деле он хотел в итоге победить. Я реально не понимаю, почему люди так сильно, как Лена, когда ее Да. Птаха, когда ее слил в голосование, как она расстроилась, она прямо ревела из-за этого. Насколько сложно разделять вот эта игра, да? На самом деле Но сложно. ты как будто бы держалась. Ну, ты понимаешь, в чем прикол? Мне не страшно было вылететь, вот в чем прикол. Потому То что есть- победила. Да, во-первых, я победитель по жизни, в принципе. Да. Мне не... Почему то тебе есть, было не страшно вылететь? так, ну в чем прикол? То есть это либо ты справишься с этим заданием, либо нет. Ну, то есть... В смысле, а когда у тебя были истерики от змей, это типа что? Ну, это задание. То есть я Да. не боялась, что... Что люди ты- против тебя проголосуют, ты про это? Вот это мне не было страшно, что я пойду на испытание. И когда я первый раз ходила на испытание, было его страшно проиграть. Так вот это человеческое. Вот вы сидите и вы обсуждаете коалиции, вот это вот все. Это же можно просто игнорить. Ты понимаешь, вот, допустим, я сразу понимала, что с некоторыми людьми я буду дальше продолжать общаться в жизни. Вот и все. И поэтому понимала, что это, ну, игра, и они будут голосовать. Это сложно принять, потому что ты потом сидишь за одним столом, грубо говоря, делишь одну печенюшку на 10, а потом вы друг другу там пуляете эти голоса. У меня был момент, что я так говорила, я говорю, они постоянно против меня голосуют, мне уже нормально, я уже привыкла. Господи, кто-то в Баленсиаге. Ну, что-то на московском. Это девушка или мальчик? Я не понимаю. А, это вот этот вот татуированный псих. Я Муж Женя Карины Кросс. Ершов? Наверное, я забыл, как его зовут. 4. Ну, никак. Не знаю, как это одеться. Ну, 4. Вон там камера. Не веб-камера. Она была профессиональной актрисой. Это Евгений Ершов, да. Ну, Да, понятное Женя. дело. Вот эта 3-я серия, вот это вот, как он орал. Он сидел и орал Подожди, на камеру. Посмотри 4-ю серию. Хорошо. Ты Вот где там- победила?
Там еще хлеще, они там додерутся, будет драка. Да, он так будет орать, просто это какой-то... Но он сам виноват, он сам себя зарыл. Нахер так сильно играть? Ну, типа, это неправильно. Он типа, ко всем. Но вообще не мой Не человек. грози мне нулем. Ноль. Но он Какое офигенный шоу Да, делает. так он Я так и- очень рад, Он что это и делает. Он Мне в кажется, этом он не понимает это. Нет, он все Он понимает. это понимает, да? Что он прям орет так? Да, он на самом деле очень нормальный парень. Но вот он такой вот, типа, чокнутый. Мне кажется, что он в жизни тоже такой, он может ебнуть. Но он персонаж вот такой. Но это Саша СТ. Да. И? 4. Я же тебе сказала. Я всегда смотрел на него, думаю, ну, как бы есть человек, музыку что делать, ну, как бы пусть делает. И я так проникся. И я такой... Видишь? И когда он победил, я такой... Выкусила погребняк. Вот так вот я говорил. И стал И твой да, человек. я прям... Я очень сильно зауважал Степ, он в конце мне понравился. Вопрос из зала от фанатов. А правда ли, что вам подсказывают, как себя вести редактура и как голосовать? Я читала комментарии, ну, вообще я не читаю комментарии, потому что это Как зло. так люди комментируют? Ну, всякие, типа, в Инстаграме, да, что это все запланировано, что это все по сценарию, что нам выдают сценарий. Ребят, ну не настолько там все хорошие актеры, чтобы как бы так это все сыграть. Нет никакого сценария, нам никто не говорит, за кого голосовать. Реально нет еды, мы реально, ну, за нее как бы боремся. Нету такого, что вот я говорю, я буду голосовать против там Оскара. Ко мне кто-то подходит и говорит, нет, Юль, ты должна голосовать. Нету такого. То есть все это создают сами участники. Никто вообще никак. никак никого не заставляют, все сами решают. Что для тебя стало сюрпризом в монтаже, что ты не знала, что произошло, или что кто-то про тебя что-то сказал, и ты такая, нифига. Если честно, вот что я подметила самое странное. Как будто бы там находиться было не так напряженнее, как смотреть это на экране. В проекте как будто бы там было не так, вот, знаешь, страшно или... Нет, там было страшно, но здесь при монтаже есть очень такое, типа... Драма, да, утрируется? Не утрируется, просто ты слышишь, что про тебя говорят. А. Ты же этого не слышишь. И поэтому это... ну, конечно, Конечно, аж ты это... Ты да? этого не слышишь, ты как бы в лагере... То есть Все милые, а за все спиной милые, все да. суть. Нифига, То есть ты в я не лагере думал об этом. тусуешься, но там высказывают какие-то, когда есть явные конфликты, естественно, ты это, включаешься в этот конфликт, это касается тебя или нет, ну, ты в нем. Есть неявные конфликты, там, против Понятно. кого друг друга голосуют. А как бы ты не знаешь, что про тебя говорят. И когда вот ты это знаешь и смотришь со стороны, это сразу по-другому. Миша Галустян. Наверное. Камера где, Юль? А я просто им показываю участие. Миша, пятюня тебя. Я сначала бесился так с кастинга ведущих. Почему? Ну, Мне кажется, они гармонично, А потом я супер. понимаю, что есть люди, которые выбираются по кастингу для того, чтобы делать игру, а есть люди, которые создают контент. И Миша с Олей, они как Конечно. раз-таки вот эти вот все комедийные подводки, как я с них кринжую и ору, и я понимаю, что это для этого и Там сделано. было очень смешно, что не Птаха, а Миша Стагниенко, когда мы только приехали в «Звезды в Африке», первый день, и он сказал, когда спрашивали ведущие, там, зачем ты приехал, ради чего у каждого, Миша говорит, я приехал, чтобы написать вам нормальные подводки. Да, это подводки просто трэш. Когда они такие, типа, ой, Оля, ну что, ты устроила это испытание для того, чтобы мы не... Следующее испытание — это слушать твои песни? Миша, как ты можешь так со мной разговаривать? Вообще-то я ля-ля-ля. И ты смотришь на этот цирк и такой думаешь, блин, здравствуйте. Это Антон Шастун? Это Филипенко, мне кажется, Это кто такой Филипенко? актер, который выиграл «Звезды в Африке». Этот блондин? Ну, как блондин, такие же волосы, как у меня. Ну... это- Не знаю, просто нет волос, поэтому... Два. Почему? Мне нравится. Что, синий свитер с джинсами? Покажи, Если бы кто это. Игорь так оделся, ты бы это Олег Верещагин. Блин, вот я хочу с Верещагиным посмотреть. Он так круто играл в... Да, я видел, вот в «Битве сезонов» он там придумал какие-то схемы, это Да, просто нет, я жесть. смотрел его, знаешь где? В «Наследнике самозванца». Он там орал. Он орал. На кого же он орал? Здесь было смешно, я какой-то смотрела, вот это единственный сезон, который я смотрела, и серия начиналась с того, что Олег подошел к кому-то и сказал, блин, так скучно, давай что-нибудь замутим. Ну, он может, да. Какой-то кто-то с накачанными ногами. Это Уик Уайлд. Да, я ставлю 10 просто. Охуенный мужик. Что выгнали его? Можно Я объяснить? не знаю, я Юля, его это ты даже- голосовала за него. Во-первых, он на Камчатке с голой жопой, Серёж. Зачем я должна была это видеть вообще? Чтобы ты знала, кого ты потеряла. Кого? Кого ты потеряла?
так мне... Я думаю, блин, он бедненький, там на английском своем На будет. самом деле Вик очень крутой. Я не знаю, Очень почему крутой его вообще. выгнали. А кто он вообще, откуда он взялся? Он в России? сноубордист, да. Ему было сложно с языком, в языковом барьере, но мы научили его играть в поход. Что такое поход? Я иду в поход и беру с собой игра такая. И он вообще очень клево отгадывал потом все. Это Это что? Эвелина Блёданс 4. точно. 4. Или наблюдать когда-нибудь поэт. Мы так рады ее видеть. А чё ее так слили жестко? Она прям хороша была, мне так она веселила, как Она персонаж. актриса. Это кто угодно. Это Птаха. Птаха, а можно уже как бы побриться на лысо? Ну, твою мать, я тебе как лысый человек говорю, зачем вот это вот отращивать? Черная семерочка. А чё он, почему он Камчатку носил? Он с Камчатки? Он из Якутии. А он невысокий, да? Он Нет, как ты? я высокая и победительница. Но Птаха хорош. Птаха очень хорошая. Птаха и Миша Стыгненко очень Да, хороший. хорошо. Я рад, что у вас коалиция. Почему так Тоже российскую какой-то одеваются актер. мужики? Ну, блин, 4. потому что нету. Это футболист. 4. Игорь. Знобихин. Да, Игорь это... Во-первых, я с ним стригусь. Я стригусь, во-первых, в одном барбершопе с ним. Я недавно сижу, такое настроение плохое, и заходит он, и я такой... Знаешь, когда ты типа, ну, а что я ему скажу? Я смотрю во «Звезды в Африке». Хороший Надо чувак. было сказать. И он очень круто играл в «Наследниках и самозванцах». Ой, ну, ведьма. Это Лина. 4. 5. Блин, так жалко, что ее выгнали. Я хотел, чтобы она больше вот этого чародейства туда добавила. Это смешно было. Ой, ну так прикольно одевается. 3 ведьмы у нее даже написано. Это кто-то Емеля какой-то? Это, наверное, Прохор Шаляпин. В рот. Почему 0? Короче, это просто человек, который пришел на проект и рассказывал нам, как нужно участвовать на проекте. А я как бы из тех людей, которые, типа, я пришла туда просто участвовать и не хотела делать из себя какого-то, знаешь, персонажа или еще что-то. Ну, типа, это не кино, где у меня есть роль, я ее прорабатываю и так далее. Это вот я в предлагаемых условиях, без Но еды. Юля там, потому что я ее знаю, она вот я рад, что там такая какая-то Вот, есть. Да. и мне было приятно, когда ты мне написал, еще люди писали, что Юль, блин, как хорошо, что ты такая же, как в жизни. И мне начали просто рассказывать, как я должна себя вести, что это будет неинтересно зрителям. Он просто доставал меня. Но я себе, когда я туда ехала, я такая, Юль, главное, останься человеком. Ну, то есть все свои какие-то убеждения, принципы сохраняй их. И, короче, когда ты начинаешь быть очень голодным, в какой-то момент у тебя реально в мозгу проскальзывают такие мысли, типа, блин, достал, блин, козел вонючий. Ну, то есть ты уже, ну, очень раздражительный. Ой, это что за диво дивное? Думала, 0. Да ладно, ну нет, 10 я тут не поставлю. 8. Ладно, я тоже Но поставлю мне понравилось. 8. Но ботиночки можно было поменять. А это не мои. А помимо ботиночек, мне очень нравится укладка, но хотелось бы чуть-чуть ее еще больше растрепать. Она видно, что укладка. Да. И мне, я думаю, блядь, ну вы могли в другое место пойти, не у ГЭС пофотографироваться. Ну, твою мать. Ну, это, видишь, не ко мне вопросики. Ботинки тоже не мои. Это я же. Это Ольга Бузова. Нет, Я тебе поставлю 3, потому что, ну какая лайкра, блядь, в колготках, Юль? Ну, холодно, ну, не хочу Так а есть цистит. без лайкры колготки, no лайкры. Зачем они блестит ляжка у тебя? Вот если бы вот здесь заканчивался Чтобы ботфорд, аппетитная была. вот здесь, и эко-кожа всегда... Смотри, и, пожалуйста, русских Давай. дизайнеров, которые стоят 15 тысяч рублей, ну, их видно, что они стоят 15 тысяч рублей. Вот, это видно. Ты богатая женщина, ты выиграла «Звезды в Африке». Это опять же я, ты в курсе? Да я видел, вон, я на тебя подписан, Юля. О, кто же это? Юлия Николаевна, это, кстати, твой прям вайп, это твой стиль, у тебя есть твой стиль. Ну, 7 поставлю. Но, видишь, уже хорошо, я расту. Юбка, мне нравится юбка и сапоги. А пиджак можно было убрать. Вообще без Я пиджака? просто заебал своими пиджаками, Юль, уже. Как ты любишь колготки? Блин, потому что я... Короче, вот это мне ваши голые письки, идите в жопу. Я не готова 2 месяца сидеть и лечить цистит. Понятно? Мне ваша мода не всралась. Так, дорогие друзья, по Дорогие нашему друзья, мнению, по нашему самые мнению. стильные люди проекта «Звезды в Африке». Африке». Вик Вайлд собрал самый стильный, ну, с голой жопой, понятно дело. А 2 место? Айза. Вот что значит, когда не знаешь, да, кто под маской, не оценивайте по одежде, как мы, Одежки. колхозницы. Правильно, не оценивайте колготки, как Гоша Карцев. Вообще страшно, что ты меня позвал в это шоу оценивать стиль. Я удивляюсь, когда у людей есть чувство вкуса. Вот у меня оно не всегда присутствует. И знаешь, как артистам порой сложно хорошо выглядеть. Пока!
Это что? Это, во-первых, ну, как бы у меня очень много вопросов к этой пижаме. Юль, это пиздец. Я такой, Топольницкая, ты могла взять с собой нормальную пижаму? Это что? Это зеброчки. А вот вы знаете что? Ну? Вот мне вообще насрать. 0 ставлю этой пижаме. Я ставлю 0 вашему мнению. Вот так вот. Наплевать мне, что вы думаете.